холодно, и по ним видно, что они все замерзли. Поэтому я прямо воодушевления такого не видел, что они от радости там прыгали и излучали счастье. Там еще пасмурно было, ну и много всего. Ну и там все-таки мы пришли, там тройка котлован, мусором, и как думаю, что немногие вообще были в восторге, что мы их туда притянули. 80% заказов — это все-таки жилье. Будь это частный дом или многоквартирное, и так или иначе ты в своей профессиональной практике сталкиваешься с этой темой. И мы решили, там же не все кварталы еще допроектированы, почему бы нам со студентами туда не зайти и не посмотреть, каким жильем может быть другим, если жестко не придерживаться всего вот этого нашего архитектурно-строительного украинского контекста. На самом деле это важность погружения в контекст вообще сложно переоценить. Каким бы даже опытным ни был архитектор, каким бы хорошо развитым ни было воображение, всегда погружение в контекст это дает какие-то определенные эмоции, вы замечаете то, чего бы вы даже никогда не предположили. Ну и, конечно же, важной частью было знакомство с клиентами, которые тоже весьма гостеприимные люди, и как они выстраивают свой быт гостеприимства. Я думаю, это было чрезвычайно важное переживание. Конечно же, основная задача была найти свой собственный ответ на вопрос, зачем люди уходят из города на выходные, на отпуск. И как бы избегать можно по-разному, и в разные места, и по-разному организовывать свой антигородской образ жизни. Застал ли нас врасплох карантин во время обучения? Учебного, да. Ну, просто да, у нас был этот воркшоп же по гравити. И потом вдруг внезапно мы пошли домой и больше не вернулись в течение 3 месяцев. Да, это было внезапно. Мы карантин провели, я бы так сказала, на ручном управлении. То есть мы не были на протяжении всего времени уверены до конца, что же мы получим в результате. Потом, мне кажется, что все-таки человек привыкает абсолютно ко всему, и зумы перестали приносить вот ту милую радость. Все засиделись дома. Это мой самый продуктивный период за все время в ХШ, наверное, было воодушевление, энергия появилась, я много читал, все было прекрасно. А чувствовал ли ты, что тебе не хватает студентов из твоей группы? Я это почувствовал после midterm review, когда я услышал фидбэк от наших тьюторов, и в тот момент, наверное, да, мне не хватало какого-то мнения со стороны, а то, что было в зуме, как бы не доходило до меня. Вот. Можешь рассказать, как в твоей команде проходила групповая работа? Просто потрясающе. Мы такая дружная команда. Ключевой момент, что они все-таки собираются, там, может, не все, может, не в одном месте, но как-то там есть какой-то котел, больше поля вот этого взаимодействия, когда все в одном физическом пространстве. Ну, мне всегда помогает, да, вот обсуждение, говорит Куба, надо думать об кого-то. Пинг-понг. Да. Все собрались вместе, и такое ощущение, что все говорят только о том, как хотят отдохнуть друг от друга. Как вы думаете, можно сказать, что ХША — это коливинг? Последняя неделя перед сдачей проекта, да, наверное. И я приходила каждое утро, и каждое утро в новом месте находила спящую Машу. Я готова сказать, что это коливинг. Да. Есть ли у вас какие-то ожидания от того, каким будет этот год с новыми людьми вместе? Я вот думаю, вдруг нас опять посадят всех в один большой зал и скажут, что потому что отдельных аудиторий становится меньше. Самое главное, чтобы нам оставили нашу любимую 6-ю аудиторию. Вот это вот секрет счастья, когда у тебя есть личное. Да, я тоже хотела сказать, что секрет сожительства — это когда у нас 2 группы, у них есть по аудиториям, но они пересекаются в буфете, в большом зале и в других пространствах. Неформально. Вот, что будет делать первый курс следующего года? Как я могу успокоить, что это закончится вполне прекрасным, да, история будет замечательной.
Да. У меня лично тоже оптимистичные взгляды на это, и я высыпаюсь. Костя, как горизонт? Вот так? Неля, там есть уровень. Что так близко? Так вроде все в уровне. Ну тут бокового же нету. В общем. Так, Экономить энергию, не сейчас.